Всем привет! Хочу сегодня вам рассказать и показать, как можно недорого и качественно сделать тканевый прошитый переплет. Фотоальбомы с таким переплетом раньше продавались в советских магазинах. Сделать своими руками его совсем несложно. Я буду делать альбом для девочки. Помимо вышеперечисленных материалов, для изготовления такого альбома потребуется минимум материальных затрат, определенное количество времени, максимум аккуратности и желание сделать такой альбом самостоятельно. Картон можно взять потоньше. Склеив вместе два листа, вы получите желаемую толщину. Формат альбома также можно заменить на любой удобный для вас. Если у вас нет переплетной марли, вы можете взять обычную марлю в два сложения. Упаковочную бумагу я покупала в рулоне и уже порезала на нужный мне размер. Картон сбеговала и отфальцевала. Если у вас нет ножа для беговки, вы можете провести место сгиба тупой стороной ножниц. Главное не поцарапать и не порезать бумагу. Следующим этапом нашей работы будет обклеивание картона декоративной бумагой. Если вы обратили внимание, то заметили, что цветная бумажка у меня порезана на 1 см шире, чем упаковочная. Это нужно для того, чтобы закрыть место сгиба и чтобы не было просвета между стыками бумаги. Поочередно намазываем клеем ПВА и приклеиваем сперва широкий лист цветной бумаги, затем лист поуже. Таким образом обклеиваем с двух сторон весь картон. Подготовленные листы для будущего альбома сталкиваем в аккуратную стопочку и кладем сверху что-нибудь тяжелое. Можно воспользоваться большой книгой. Вот что у нас получилось. Если все в порядке, то приступим к сборке наших листов в книжный блок. А если вас что-то не устраивает, то переделать лучше на этом этапе работы. Потом это будет сделать значительно сложнее. Далее мы будем пришивать наши альбомные листы к коленкору. Для этого вам нужно подготовить коленкор. Сфальцуйте его ровно гармошкой шириной в 2 см. Далее поочередно в каждый сгиб нашей гармошки мы будем вставлять и пришивать альбомные тетради. Капроновую нить лучше взять потолще. Нить в два сложения будет больше путаться. Вам было проще понять, как сшиваются тетради, попробую объяснить вам схематично. Начерченные линии – это корешки наших тетрадей. Точками на линиях обозначены места проколов иголкой. Начинаем шить с правого нижнего угла от стрелочки. Шьем по нашим меткам. Прокалываем иглу внутрь тетради, оттуда выводим ее наружу. Снова внутрь и снова наружу. Затем берем вторую тетрадь и продолжаем шить точно так же, но в обратную сторону. При этом в тех местах, где нить выходит из тетради наружу, мы скрепляем ее узелком с предыдущей тетрадью. Если на ваших альбомных листах присутствует рисунок, следите, чтобы верх и низ этого рисунка в ваших сшитых тетрадях совпадал. Таким образом мы сшиваем все тетради в книжный блок. Оставшиеся хвостики ниток оставляем сантиметров по 5. Вот таким образом сшиваются тетради и делаются закрепочки. Я взяла для шитья тонкую нить в два сложения, и она у меня все время путалась. Поэтому я вам советую брать толстую нить.
Вот так выглядит корешок нашего прошитого блока. Такой переплет можно также сделать скрепками при наличии у вас большого степлера. Но мне больше нравится прошитый переплет. Промазываем корешок клеем ПВА и сразу прикладываем к нему переплетную марлю. Разглаживаем. И оставляем на какое-то время, чтобы клей высох. Теперь нам надо ровно и красиво с 3 сторон обрезать наш альбомный блок. Берем линейку. Для этого лучше использовать металлическую линейку. Кладем ее на край альбомного блока, отступая при этом 3 миллиметра. Плотно прижимаем и не спеша уверенными движениями острым ножом мы срезаем неровные края. Очень важно нож при этом держать все время строго вертикально. И тогда срез вашего альбома получится ровный и гладкий. Таким образом обрезаем все 3 стороны нашего альбомного блока. Основа для нашего альбома готова. Теперь останется сделать обложку к нему и оформить под фотографии наши листы. Но это уже будет в следующих видео. Удачи вам в рукоделии! Всего хорошего!